Здравствуйте, друзья! Покажу вам, как нарисовать самым простым способом камень. Уже максимально упростил, чтобы вам было понятно. Рисуем прямоугольник, либо квадрат. Пропорции произвольные. И начинаем отсекать вершины, углы диагональными линиями. Верхние линии у нас будут длиннее нижних, так как обычно камень у нас посажен в землю и нижняя часть у нас скрыта. Делаем заготовку для второго камня. У нас уже он будет высоким. Начинаем отсекать углы. Диагональная линия начинается у нас произвольно. Точка рандомная. Очередную линию можем начинать с точки окончания предыдущей. Сделаем теперь камень лежачий. Повторюсь, размеры и пропорции наших прямоугольников произвольные. Также это касается наших диагональных линий, которые отсекают вершины. Точку, откуда проводим линию, выбираем свободно. Также это касается и угла нашей диагонали. И получаем такие заготовки. Вторым этапом выбираем одну из вершин и соединяем с той, которая находится напротив. Линия пока прямая. Также выбор вершин произвольный. Следующим шагом выбираем вторую вершину и создаем верхнюю плоскость. В данном случае она у нас упирается не в точку напротив, а в появившуюся линию. Также поступаем с новой плоскостью. Линию проводим параллельно боковым, чтобы у нас плоскость стала логичной. И устраняем резинкой лишние линии. То же самое делаем со следующим камнем. Выбираем вершину, выбираем точку напротив и соединяем. Повторяем те же действия со следующей вершиной. Упираем в линию и создаем плоскость, опираясь на соседнюю сторону ее направления. С третьим камнем та же история. Выбрали, провели, соединили. У этого камня будет две плоскости. Следующим шагом начинаем искажать линии, придавать камню больше реалистичности. Много поворотов не делаем, чтобы у нас не появилась змейка. От 1 до 3. Раз, два, три. То же самое делаем со следующей стороной. Линии у нас произвольные. Подходим к этому творчески. Допустим, здесь у нас будет дуга. Тут просто линию, угол поменяем. Эту сторону мы немножко исказим, чтобы появилась перспектива. То есть правую часть поднимем повыше. Переходим на очередной камень. Поворотов, повторюсь, немного. Линия отходит от предыдущей не слишком интенсивно. Находится рядом. Ищем. Пробуем. Переходим на третий камень. Те же самые действия. Не боимся ошибиться. Всегда можем поправить. Сделать новую линию. Вот здесь я поправил. Немного нижнюю. Убираем лишние линии резинкой и переходим к следующему этапу.
В данном случае у нас будет закладываться светотень. Стрелочками выбираем направление света, также произвольно, и начинаем закладывать первый тон. В данном случае у нас будет теневая часть, штрихи диагональные, тем самым усиливаем эффект перспективы, полутень, тон уже будет слабее, верхнюю плоскость, здесь тон еще слабее будет, чтобы везде было отличие заметное. Убираем лишние пустоты белые, чтобы сторона стала однородной. И создаем легкий градиент от стыка плоскостей. Там контраст самый высокий. Начинаем сверху и опускаемся вниз. Создаем тень, штрих горизонтальный, соответствующей плоскости. Убираем лишние белые пятна снова. Делаем плотнее штрих. В данном случае тень у нас будет светлее теневой части камня. Подобно как уголь лежит на белом песке. Здесь та же история, те же действия, диагональные штрихи, усиливаем перспективу, убираем пустоты лишние. Здесь можно штрих ввести, опираясь на направление сторон, такие же диагональные. Добавляем тень. Начало тени происходит от угла, от вершины. Левая часть тени может заходить за камень, и мы не можем видеть ее начало. Снова плотнее штрих. Снова делаем градиент. Контраст ближе к стыку плоскостей. И растягиваем. Переходим на третий камень. Также повторяем наши действия. Диагональный штрих. Убираем пустоты. Делаем сторону более однородной. Тень. Начинается также от угла и заходит за левую часть. Убираем маленькие недочеты, правим. В этом случае я сделаю тень темнее, чем сторона теневой части камня. Допустим, это будет другой вариант. Камень из мела, лежащий на темной земле. При этом верхняя освещенная плоскость у нас будет выделяться контрастом за счет окружающей ее земли. Уберем слишком явную яркую линию и нанесем тон вокруг, тем самым повышая яркость верхней плоскости. Чем ближе к линиям, тем штрих плотнее. И еще немножко. Можем навести линии.
обновить. И переходим к завершающему этапу. Наносим плоскости на фоне основной. Они у нас будут гораздо проще, менее заметные. Добавляем тон небольшой, чтобы стало отличие появляться. Компенсируем соседнюю плоскость по тону. Удерживаем разницу. Немножко уплотняем и создаем еще одну плоскость на верхней части камня. Заметьте, что центральная плоскость вверху у нас самая освещенная, потому что совпадает с направлением света. Переходим на второй камень. Также произвольно создаем новые плоскости. Линии начинаются у нас по тому же принципу от вершин, хоть и малозаметных. Линии эти слабые. Наши первые плоскости остаются доминирующими по выразительности, по тону, а новые являются вспомогательными. На примере этого камня я покажу, как не стоит делать, потому как, применив мои советы выше, вы можете увлечься наведением красоты, а именно добавлением пятен, лишних линий. Они могут стать слишком яркими и станут конфликтовать с основными плоскостями, с первичными. И мы потеряем форму с вами. Вот на этом примере я показываю, как не увлекаться повышением контраста и детализации. А здесь я, наоборот, усиливаю. В итоге вы увидите разницу. Штрихи на основных плоскостях слабенькие. Пятна яркости и контраста не увеличиваем, как здесь. Мы тем самым можем нарушить форму. Наши новые маленькие плоскости являются усилением реалистичности камня, но они должны проигрывать нашим основным плоскостям. За этим следим. Тон очень слабенький, не спешим его увеличивать. Можно сделать дополнительную плоскость. Следим за тем, чтобы она опять не была слишком выразительной, а являлась дополняющей. Правим тон. Здесь я решил добавить немножко верхний, чтобы камень был более логичным. С такими элементами не спешите, потому что можно запутаться. Постепенно идите по рисунку. Снова создаю еще одну. Точка отсчета является наша вершина малозаметная. От нее начинаем линию. Можно нанести маленькие пятнышки. Это уже будет больше как фактура. И на этом этапе будет уже достаточно. Вот такие камешки вышли. Пробуйте, рисуйте. Спрашивайте в комментариях. Удачи!